Добро пожаловать в рождественский Кёльн. То время, когда город преображается в рождественскую сказку. Город просто взрывается своими огнями, и атмосфера праздника парит в воздухе. Здесь величественный Кёльнский собор возвышается над старинными улочками, а местные жители наслаждаются жизнью с кружечкой пенного кёльш. Ахпартон. В это время года только глинтвейн. Только глинтвейн. В этом видео вы увидите инсталлокации, достопримечалки, и я надеюсь, у меня получится передать атмосферу рождественского праздника в городе Кёльн. Приехал я в город Кёльн, третий-четвертый город по размерам в Германии, и очень старинный город, ему 2000 лет, пережил он римлян, французские завоевания, междоусобицы немецкие, и все-таки он все еще здесь стоит и является центром католицизма всей, собственно, Германии. Мы приехали в Кёльн из Берлина, и добирались мы до Кёльна поездом. Пару слов о знаменитой немецкой пунктуальности. Вот мы второй раз на вокзалах, что в Берлине, что здесь. Почти каждый поезд опаздывает, причем на минут на 15, на 20, некоторые на 30, но постоянно опаздывают. Кстати, вокзалы в Германии, они немножко как бы вне закона, то есть они не подчиняются законам земли, на которой они находятся. На вокзалах обычно все открыто 24 часа в сутки, в отличие от города. То есть даже в Рождество, придя сюда, мы вот зашли, и все работает, все открыто, и причем работает круглыми сутками. При выходе с вокзала вас встречает грандиозное средневековое строение, знаменитый Кёльнский собор, который, говорят, строили почти 600 лет. Моя первая ассоциация — это игра «Герои 3». В детстве как-то рубился в эту стратегию, и там был такой черный замок некроманов. Вот этот черный собор мне их прям напоминает. Мы были здесь в канун Рождества, и здесь полно полиции, и почему-то вовнутрь нас не пускали. Походу придется возвращаться в Кёльн. Но снаружи здание феноменальных размеров, 157 метров в высоту. Примерно так 60-й этаж. Ну и на подходе к этому храму у меня, как у настоящего грешника, начала теплеть кожа. Так что благо меня вовнутрь не впустили, так бы сгорел. Говорят, внутри хранятся мощи 3 волхвов, что приходили к младенцу Иисуса. Но это не точно. Собор настолько большой, что его видно практически с любой точки этого города. И он может служить отличным ориентиром для туриста. Ну ладно, мы не для этого здесь. Быстренько бросаем вещи в отель и бежим на ярмарку. Все-таки Рождество. Собор видно прямо из отеля. Единственная специфика немецких отелей — они здесь явно против брачных ночей. Матрасы у них по жизни разделены на 2 части, как видите, и никаких удобств. Эх, скучные немцы. Хотя сауны у них веселые. Будет возможность, посетите. Отельчик, примерно 100 евро за ночь. Как-то так. Пару слов о транспорте в городе Кёльн. Как и в любом немецком большом городе, транспортная система развита на 5 у них. Основным транспортным средством здесь является трамвайчик, который ходит, в принципе, как метро под землей иногда. Спускается под центр. Билетик стоит 4 евро на полную проездку. Если у вас короткая, то 2 еврика. Можно купить в приложухе, либо на станции в аппарате. Вообще для меня стало доброй традицией посещать Германию во время рождественских праздников. Даже не знаю почему. То ли это атмосфера ярмарок и праздника, то ли это нескрытая любовь к глинтвейну, либо просто типичный алкоголизм. Я пока не определился. И вот мы добрались до рождественской ярмарки в городе Кёльн, что, кстати, находится на западе Германии. Так как Рождество — это праздник католический, и по этому случаю главная ярмарка находится рядом с известным собором города Кёльн. Какая ярмарка рождественская в Германии без глювайнчика? Глинтвейнчик по 4,50, но за стаканчик нужно депозитик оставить. С Рождеством все. И все, и сразу настроение поднимается, ну и сразу грусть уходит куда-то. И становится немножко повеселее. Что еще можно увидеть здесь на ярмарке? Конечно, много сладостей, особенно известного кёльнского шоколада, но об этом чуть-чуть попозже. Хотите мясного? Тоже пожалуйста. Миндаль в шоколаде? Да сколько угодно. Ну и куда же без немецких знаменитых сосисочек? Ну что, Виктория Дмитриевна, как сосисочка? Вкуснятина. Ну и куда без немецкого ликерчика новогоднего? Не, cherry like an almond, yeah? Yes. Yeah?
Very nice. Немцы все-таки, как и любой европеец, обожают картошечку, особенно жареную. И вот у них прям такая забегаловка жареной картошечки. Сейчас будем жреть. В отличие от других немецких городов, в Кёльне ярмарки разбросаны по всему городу. Прямо на каждом углу. Где можно было впихнуть ярмарку, там они ее впихнули. И прогуливаясь по вечернему городу, вы переползаете из одной ярмарки в другую. И ваш рождественский вечер превращается не в просто посещение ярмарки, а в посещение целого волшебного города. С поеданием вкусняшек, распитием веселых напитков. Одним словом, это Рождество в городе Кёльн. И вдарили мы тут по каштанчикам. Каштанчики, каштанчики. Вика съест каштанчиков. Ребята, дорогие каштаны в Турции было 1,5 евро. Здесь 5 или 6. Виктория, это уровень жизни. Да. Разница в уровне жизни. Я нашел веганские опции. Сосиска. Что нужно человеку для счастья в Рождество? Это немецкая сосиска и глювайн. С Рождеством. С Рождеством. How you say delicious in German? Lecker. Лека? Lecker. Really? Yeah, das ist lecker. Типа вкусное объедение по-немецки. Лейка? Lecker. Вау, не знал. Каждый день узнаешь что-то новое. Глинтвейн и ром Строх 80%. Такой напиток разогреет кого угодно. Как завещали предки, между первой и второй можно выпить еще 6, но будем считать этот один напиток как 7. Сегодня у меня очень специфический, очень специфический глювайн, глинтвейн по-русски, огненный. За ваше здоровье. Ох, ё-моё! Походу, не весь алкоголь-то сгорел. Ну и тут, сами понимаете, вечер подошел к концу. Ну, сами понимаете, утро, так сказать, было немножко затяжным, и невероятные потусторонние силы поманили меня к местам былой славы, а точнее к тому месту, где концовочка вчерашнего вечера слегка смазалась. Вот так вот выглядят домики, в которых разливают глинтвейн. То есть на каждой ярмарке присутствует куча глинтвейна, вот такие бочечки. Народ подходит прям так и выпивает. Причем это утро. Ну, пойду и я усугублю. Ребзя, с Рождеством и с Новым годом. Если вы любите рождественские ярмарки, особенно в Германии, то приезжайте сюда, здесь классно. Не только ваш мужик будет счастлив выпить глинтвейнчику, но и, собственно, дети здесь тоже будут рады. Очень много различных сладостей продается. Каруселек, как видите, тоже. То есть, собственно, вся семья будет рада. Zigarette, Arsch und Blut, Richtung Scharf und Mittag. Я люблю приезжать на Рождество в Германию. Здесь классно. Также имеются традиционные здесь сладости в виде орешков, покрытых сахарной глазурью с различными начинками. Блинчики продаются здесь вот. Каток заливается прямо на центральной площади. Прямо обнаружился посреди ярмарки спуск в паркинг. Вот, собственно, запарковали машину в центре города, поднялись здесь вот по лесенке и вышли прямо на ярмарку. Сыры различные продают с винами. И здесь вафля продается. Драгоценности даже какие-то. Бижутерия. Ну все. Молдаване они такие, они как увидят что-нибудь блестящее, так сразу бегут. Когда вы покупаете здесь глинтвейн, стаканчик вы берете в депозит. То есть платите из-за стаканчика, а когда приносите его обратно, вам возвращают деньги. Ну, либо можно на память забрать домой. Но получится, что вы за него заплатили около 5 евро. Атмосфера праздников и каникул прямо здесь кипит и чувствуется везде. В каждом глотке воздуха. Ну а вечером здесь вообще угар начнется. Ладно, здоровье поправили, бежим дальше наслаждаться Кёльном. Ребзя, помните тот самый тройной одеколончик, что вы пили в детстве со своими дружбанами в уголку за куточку, как говорил классик?
Но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Так вот, оказывается, одеколон пошел из Кёльна. То есть одеколон, то есть вода из Кёльна. По сути, одеколончик – это вот немецкое изобретение. Так что благодарите немцев за парфюмчик. Ну а сейчас я двигаюсь в тот самый дом, где одеколон был изобретен. Посмотрим, там какая-то выставочка, что-то типа музейчика. Сейчас заценим. Честно говоря, до посещения этого музея я вообще ничего не знал о парфюмерии. Сейчас я тоже не могу сказать, что я эксперт, но кое-что я теперь знаю. Как выяснилось, парфюм делится на 3 вида. К примеру, самые мощные – это духи. В них содержится до 40% эфирных масел. Достаточно одной капли в сутки нанести на кожу. Парфюмерная вода от 15 до 20% эфирных масел и держится 6-8 часов. И туалетная вода содержит от 5 до 15% эфирных масел и держится 3-5 часов. К ней как раз таки и относится одеколон. Одеколон родился на этот свет в 1709 году, и был он изобретен итальянским парфюмером, что эмигрировал в Кёльн и здесь открыл этот самый парфюмчик. Одеколон быстро стал популярным, особенно среди аристократов и королевских семей. Им пользовались короли Германии, Франции, Италии, России и так далее. Даже Наполеон флакончик с собой всегда имел в сапоге. То есть он настолько ядреный, что на самом деле его раз в день чуть-чуть пшикнуть надо. Но что-то Наполеон так его пшикал, что он флакон в день использовал. То есть он в месяц 30 флаконов использовал. Представляете? Ну а стоимость тогда этого парфюма была примерно как полугодовая зарплата среднего немца. То есть довольно-таки дорогой парфюм был. И только богатые люди могли себе это позволить. Короче, музей одеколона находится в центре города. И как я туда только зашел, сразу в нос бьет этот до боли знакомый вкус, могу сказать, наверное, запах. Я вообще вырос в поселке, в военном городке, где была всего одна парикмахерская и 3 вида прически. И после каждой стрижки нас прыскали одеколоном. И вот этот запах прям въелся в мой нос. Когда вы заходите в музей одеколона, он, конечно, не идентичный, мне кажется, но такие нотки присутствуют того самого одеколона. Но, как выяснилось, по ходу экскурсии в Советском Союзе это была просто копия того самого одеколона. А я тебе духи купил. Марки Москва. Ты их выпил с Колей. У них на самом деле всего несколько магазинов по Европе и все. Виктория, расскажите вы, какие у вас впечатления? Мне очень понравился музей. Там, к сожалению, снимать нельзя, ребята, но мы еле-еле чуток засняли так. Мне понравился экскурсовод. Он сказал, что снимать нельзя, но это официально в конце добавил. И поэтому я наснимал. Но очень прикольно, запах действительно остается на долгое время, потому что там куча эфирных масел. Поэтому, да, подождите, не покупайте в начале тура, купите после, там вам дадут маленький сувенирчик, и если вам это мало, можете еще купить. Стоимость вообще похода в этот музей, сколько, Вика, вышло? 16 на одного? 12-12. Ну, нам, по-моему, на двоих вышло около 15 или 16 евро на двоих. То есть, собственно, стоит. Где-то час вся экскурсия длится. Вам понравится, приходите. И очень такие позитивные, живые экскурсоводы, прям такие в угаре все рассказывают. Очень классно. Одним словом, мне понравилось. Вечереет, и я все-таки добрался до Хохензоллена моста. Этот мост знаменит еще тем, что здесь почему-то по традиции, знаете, на мосту замочки цепляют, типа влюбленные пары. Но здесь, походу, все влюбленные Германии сюда, походу, приезжают. Тут просто есть мост в них, просто тотально. А мост, на самом деле, 500 метров в длину, то есть, блин, просто адо. Я такое количество замочков я никогда не видел. Смотрите, просто вот это все, это только начало моста. И вот туда уходит весь мост. Люди даже наверх как-то забираются, туда-сюда. Ну, здесь даже на набережной пошли эти замочки. То есть со всех сторон замочки влюбленных пар. А мост, на самом деле, железнодорожный. И по нему вот так вот проходят составчики поездов. Прям друг на друга. Даже если захотите повесить замочек, вы не сможете. И вот люди уже там кучкой друг на друга вешают. Прям вот, видимо, может кто-то один много раз разводился уже и много раз женился и как бы и замутил вот такую киш-миш, как бы у него, может, традиция ежегодно жениться или там, я не знаю, дам заводить. А может это количество секса у них обозначает, не знаю, у кого-то в день, у кого-то в год. Вот, собственно, такие чудеса. Но
мост так пошатывает, когда идете. Я подозреваю, ребята, что удельный вес моста как бы на несколько тонн-то точно увеличился. Ну просто, это просто отдок какой-то. Замочный рай. В принципе, видите, как близко основные достопримечательности находятся. И собор, и мост, и Людвиг-музеум, и еще одна церковь. Вообще мы приехали сюда из Берлина, и, что я заметил, архитектура очень сильно отличается от восточно-немецкой, от берлинской, да. То есть такие остроугольные крыши, такие у домов, видите, много церквух, почти как у нас в Дублине. Вполне такое замечательное место. Радует глаз, одним словом. Радует обычно все то, что необычно, поэтому и радует. Ну, прям такой, другой левел жизни здесь, мне кажется, прям бросается в глаза от восточной Германии, отличается. Кстати, ставим лайки, подписочки, потому что Лехе нужны подписочки и ваши просмотры. Смотрите видос до конца, там будет много интересного. Если даже немного интересного, но хоть до конца досмотрите, Лехе это будет в тему. Так что наслаждайтесь Кёльном. А нашей следующей остановкой будет знаменитый музей шоколада города Кёльн. Этот музей не просто рассказывает историю шоколада, но буквально позволяет ее попробовать. Музей был основан в 1993 году и по праву стал символом города. Но первое, что вас встретит в музее, это громадная очередь за билетами. Даже если вы взяли билет онлайн, вам все равно придется постоять часок в очереди. Так что будьте готовы. Очень популярное место. Первая экспозиция унесет вас на тысячи лет назад, во времена ацтеков и племен майя, откуда, собственно, родом сам шоколад. На следующем этапе выставки вы оказываетесь в Европе 18 века, когда шоколад стал доступен аристократии. Ну и впоследствии с промышленной революцией стал доступен всем. Короче, Рибзя, здесь коллекция аппаратов, которые стояли в различных барах, где вы забрасываете монетку, и вам выпадает шоколад. И здесь вот один для примера стоит. И он довольно-таки так старинненько выглядит. Это лет. Давай мне вот этот карамель соленая. Маленькие. Вот так вот. Это Лехи. Леха заработал. 1 еврик стоит. Ну, прикольно. Но самая впечатляющая часть музея – это мини-фабрика, где рассказаны и показаны все этапы создания шоколада. В этой секции вам не только покажут, как его создают, но и дадут попробовать. Очень интерактивненький такой музейчик. Вика даже участвует в каком-то квизе. Покажи, как весь. В конце сюрпризик дают. Да. Вначале, сканируете QR-код и начинаете ходить по музею и отвечать на вопросики квизы. В конце, видимо, какой-то сюрприз ждет. Также этот музей очень сильно гордится шоколадным зайцем. Помните, наверное, такой шоколадный заяц? Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец. На Пасху и на новогодние праздники все друг другу дарят. Вот именно он был создан в городе Кёльн. 23 килограмма отличного шоколада. Всего за 600 евро. Сколько у меня фигуринок Киндера было в детстве. Мама, а давай, если игрушка из Киндера мне не нравится, это не считается, что мне купила Киндер. А ты не прихуел ли? Ну да, так-то прихуел. Ну и в конце вам выдадут горсточку приличную такую шоколада. И в магазине сувениров вы можете приобрести различнейший шоколад на любой вкус и цвет. Ну и билет на посещение этого музея взрослому обойдется порядка 16 евро, а ребенку порядка 9. Я бы вам рекомендовал сюда заглянуть. Очень вкусно и познавательно. Проведя в музее добрых часа так полтора, мы, естественно, проголодались и решили отправиться перекусить. Ребята, зарулили мы тут в немецкий гольштадт или в немецкий бар, или что-то смешанное между баром и рестораном, но это, я так понимаю, это у них традиционное. Мы такие места посещали в Баварии и зашли, очень похоже на баварское. Сейчас посмотрим, как пивандер здесь. Ребята, слушайте, подошел официант, просто без вопросов поставил нам по пивку и пометил на диске 2.
То есть такое же чудо с нами происходило в Чехии. Нам мы просто сели в бар, помню, в Чехии, и нам просто одно за одним пиво приносят, мы просто запиваем, и чувак подходит и просто галочками помечает, сколько мы выпили, а в конце мы просто рассчитались и ушли. То есть здесь, я так понял, такая же тема в Кёльне. То есть нам принесли пиво, мы даже не заказывали его, но нам просто все, сели, все, значит, по пиву. Короче, официант объяснил правила. Одним словом, как только мой стакан заканчивается, он автоматически приносит свежий. То есть, чтобы я закончил пить, мне нужно накрыть стакан чем-то, и тогда он, собственно, перестанет приносить. Такой здесь расклад. Ну что, ребята, картошечка, капустка тушеная в пиве, естественно, сосиска немецкая и соус тоже пивной, ну и, естественно, пиво. Приятного мне аппетита! Оказались мы, короче, в Кёльне в период Рождества, и в само Рождество здесь все закрыто, никуда не сходить, можно только на открытые, так сказать, вещи походить, посмотреть снаружи. И вот мы набрели на парк современного искусства. Во многих городах это музей современного искусства, но вот в Кёльне решили замутить парк современного искусства. Здесь такие статуэточки своеобразные, сейчас я вам снимаю, покажу. Каждые 2 года они их обновляют. То есть то, что вы сейчас увидите в видео, не значит, что вы увидите через 2 года, приехав сюда. Парк был создан в 1997 году 2 коллекционерами, которые хотели совместить городской ландшафт и современное искусство. Как вы видите, некоторые скульптуры интегрированы в природу, а некоторые из них прям гигантского размера, но с ними также будет прикольно повзаимодействовать. Кто в детстве по стройкам не лазил? Вот такой вот монументик прям вот напоминает мне мое детство. Мы пришли сюда поутру, как проснулись после завтрака, захотелось умиротворения и немножко отдохнуть от городской суеты и заодно окультуриться. Вход сюда бесплатный и работает 24 часа на 7. Если вы собираетесь провести в Кёльне несколько дней, обязательно включите парк в свой план посещения достопримечалок. Довольно-таки увлекательный парк скульптур. Парк небольшой, скульптур тоже не так уж и много. Буквально прогулочка минут на 10, наверное, мне кажется, 15. И двигайтесь дальше. У меня, короче, вечная традиция заходить и поддерживать местные футбольные клубы. Я бы, конечно, с удовольствием сходил бы на стадион, но так как я в Рождество здесь, собственно, чемпионат на перерыве. И я заскочил в магазин футбольного клуба «Кёльн», где подзатарился и поддержал футбольный клуб. Символ футбольного клуба «Кёльн» – козел. И, собственно, так сказать, они по полной могут себя называть козлами. Вот я прибарахлился, поддержал футбольный клуб «Кёльн». Двигаемся дальше. Дальше по плану хотелось заглянуть в музей пива, но, добравшись до него, выяснилось, что музеем пива называется обыкновенный бар, и тот днем оказался закрытый. Было принято решение рвануть в музей Людвига. Ну и тут случилась оказия какая-то. Что-то как меня в музей Людвига не пустили. И весь этот стресс и огорчение было решено заесть. Забурились мы в туристический, при этом баварский Löwebraun Köln ресторан, что находится в самом сердце Кёльна. Естественно, здесь акцент на баварскую кухню, баварские колбаски, свиная рулька, квашеная капуста, брецели и так далее. Löwebraun – это древнейшая баварская пивоварня, что было основано в 1383 году. И, естественно, этот пивандер здесь и подают. Цены на некоторые блюда я предлагаю. Но, если честно, этот ресторан нас заманил своей атмосферой, за которую мы, собственно, и платили. Но и было довольно-таки вкусно. Следующая наша остановочка – это церковь Святого Мартина. Церкву здесь очень много. Поснимаю снаружи, не знаю, пойду вовнутрь или нет, но поснимаю снаружи точно. Церковь построена в романском стиле и имеет характерную особенность. Центральная башня построена в виде четырехлистника. Во Вторую мировую войну она пострадала от бомбардировок, но в середине прошлого века была быстренько восстановлена. Церковь названа в честь святого Мартина Турского, покровителя бездомных и солдат. Находится церковь в центре старого города и возвышается над ним. Так что вы мимо не пройдете. Такий центр католицизму.
Ну все, мой новогодний Кёльн подошел к концу. Спасибо вам за то, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте оставить комментарий под этим видео. Это очень помогает продвижению моих видосиков в табеле о ранга Ютуба. Ну и напоследок, как всегда, путешествуйте как можно больше, потому что это всех раздражает.